Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Алекс Титанов. Сегодня у нас небольшой велотур в сторону блошиного рынка Фломаркта. В сумме должно получиться 50 километров. Воскресенье, время 12 часов. Значит, из нового. Прикупил я новый насос, потому что мой вот эта вот маленькая вот эта вот фигня вообще никуда не годится. Она вообще ни черта не качает. И это просто отстой. Его можно возить как запасной второй насос, но им накачать это очень сложно. Вот, заказал я второй насос. Вот он пришел. И я его пришпандорил на раму. Не уверен, что это так и останется, потому что выглядит это все так себе. Портит внешний вид велосипеда. Но насос прямо супер качает, будь здоров. Там внутри еще шлангочка маленькая к нему. Очень мне нравится. И такой сделан классный. Он еще в такой тубе пластиковой, чтобы не сильно уж он пачкался во время езды. Потому что я тут тоже вожу уже 1000 лет на этом велосипеде насос с собой. Но правда никогда не пользовался им. А на этом, пока покрышки я не поменяю, походу я буду еще часто им пользоваться. В общем, прицепил я его на раму, покатаю, посмотрю, если не понравится, буду его возить с собой в сумке. Чего делать не хотелось, потому что сумка не ахти какая большая, не помещается. Все, еще из нового. Также заказал, вон стоит жидкость, вон там вот она, для вулканизирующая для покрышек и камер. В общем, можно, я не знаю насчет без камерок, можно ли с ней, но я езжу с камерами. Вот дверь у меня такая ебанутая в этом шубу, она все время, сука, не держится и закрывается сама по себе, если ветер есть на улице, и меня сводит с ума просто, если ты камень там не подкладешь, ну просто тебя... бешеных людей нервных делает сумасшедшим еще больше. В общем, короче, я вчера залил 125 миллиграмм вот той жидкости в камеры. По идее, она должна вулканизировать проколы маленькие. И не так должно быть драматично, не так часто прокалываться будем. Посмотрим. Вот из нового. Также смазывать райфен покрышки. Такое масло для вот бутылка. Вот такая вот тюба маленькая, вот как на картинке. И там с маслом, чтобы смазывать покрышки, чтобы при бортировке, разбортировке это было немножко хотя бы легче. Там 50 миллилитров тюба маленькая, и тут целый литр я еще добавил. Купил еще, чтобы наполнять, добавлять в ту маленькую бутылочку. И эту бутылочку маленькую я положил под сидельную сумочку. На случай, если в дороге придется бортировать, разбортировать, если очередной прокол будет, то чтобы сразу цак-цак это все делать. Все, друзья, выдвигаемся. Рассказал я вам о своей обновке. Еще из интересного, только что я проверил дома чат GPT, как вообще работает. Там же в чате GPT есть возможность чата, прямо голосового общения с ним. И как это будет все, у меня такая была идея через наушники. Я не был уверен, работает это вообще или нет. И только что дома протестировал, все работает. То есть можно с ним прямо общаться во время поездки. Вот эта дверь, сука, я ее вымою когда-то. И, в общем, я хочу сейчас прямо по дороге поэкспериментировать, как с чат GPT можно общаться на велосипеде через наушники. То есть, возможно ли, чтобы он показывал, рассказывал, какая сейчас скорость, сколько до цели, сколько километров проехал, сколько еще надо проехать, что еще. Также я сейчас еду на Фломаркт, на блошиный рынок за виниловыми пластинками, которые, как вы знаете, если не знаете, то я вам говорю, я собираю, коллекционирую. И как бы можно было бы еще у него, у чата GPT, там, приобретя какую-то пластинку, сразу узнать немножко об исполнителе, о самой пластинке, некой информации тоже добавить в свои видео. Все, в общем, еду за виниловой пластинкой и буду по дороге экспериментировать с чатом GPT. Погнали! Окей, выехал. Сейчас начнется соплевой водопад. Что там, когда я последний раз, в прошлые выходные, да, ездил на Фломаркт, на блошиный рынок, купил пластинку Аха. Как обычно, получилось видео на 2 часа. Не умею я делать короткие видео, к сожалению. Это, наверное, отличает этих любителей от профессионалов. Смотрите, ребята-блогеры, велоблогеры создают 20-минутные видео, типа поездка в Японию.
по Японии. Или там, не знаю, по пустыне Сахара. 28 минут видео. У меня поездка на блошиный рынок. 2 часа видео. Если бы я съездил куда-то по Сахаре или по Японии, у меня просто бы не то что видео были бы по 3 часа, у меня был бы там отдельный канал бы пришлось создавать, потому что у меня было бы миллион видео, и каждое было бы по 2 часа. Так вот, про прошлую поездку, на прошлый фломарт. Сколько я там проехал тогда? 86 километров. И что-то как-то я и воды с собой мало взял, и ни еды никакой, и состояние было уже уставшее. В общем, я туда на изи такой доехал, еще удивлялся все. Что так легко идет. А обратно как накрыло меня, какую-то я эту солевую яму упал, и углеводную. То есть я и пить хотел, и есть хотел. Я чувствовал, что мне вообще не хватает энергии никакой, что мне прямо такая слабость на меня навалилась. Ну, было видно, что я гидрозировался, что мне не хватает электролитов, углеводов, ничего. То есть по нулям. И я последние, там, я не знаю, километров 20-30 еле доплелся домой. Дома такой капут вообще уставший. Все почему? Потому что недооценил свое состояние. Я абсолютно не пью никаких электролитов, никаких углеводов с собой не беру, никаких минералов. Бутылка маленькая водички и погнал на 100 километров. Собственно говоря, отчасти делаю это сознательно, потому что хочу выработать у себя такой некий порог. 100 километров, то есть до 100 километров должно считаться небольшой, не тяжелой прогулкой, на которые не надо там никаких экстра углеводов, электролитов принимать, пить, есть, ничего. Просто взял, поехал, просто чтобы воды было достаточно хотя бы, конечно. Но в этот раз и 100 не было, было 86, но я прямо вообще капец как провалился в эту яму. И да, и короче вечером ел, пил, все вроде нормально. Как схватила меня ночью судорога, причем обе ноги, вот именно бицепс бедра и на обеих ногах. Я перепугался вставать, Ира перепугалась. Падаю, на ногах не держусь. И прикол в том, что долго. Обычно, ну, судорога, но она схватит, отпустит, как бы, да. А это именно долго. И я такой, блин, да камон. Уже, я не знаю, уже 5 минут, там 10 минут. Уже, по идее, должно отпустить. Нет, держит. Вот так я, короче, перегнул с этим магний, ну, с минералами. Магний и что там еще, как он называется-то, господи, натрий. Не хватало, походу, очень сильно. Весь с потом пропотел, было еще действительно тепло. С потом все вышло. Вот так, ребята. Я про то, что это можно было рассказать, объяснить за минуту, а мне на это надо 10. Капец, катастрофа. Не знаю, что я имел в виду. Вот так, ребята, не тупите так, как я. Но я отчасти, повторюсь, тупил сознательно. То есть я стараюсь до 100 километров вообще с собой ничего не брать. Воспитывая в себе некий, подвигая этот порог, после которого организм начинает пищать и верещать. Помогите. Я хочу, чтобы этот порог был от 100 километров. Но иногда вот это состояние твое, с которым ты выезжаешь, оно играет решающую роль. Проедешь ты 100 без ничего на изи, или будешь еле плестись, и потом судорогами будешь валяться ночью. Но со мной такое было вообще впервые, чтобы так долго. И я еще сейчас периодически, по крайней мере, в ту поездку практиковал
вот это вот круговое педалирование в контактах, а там больше ты квадрицепсом ноги работаешь, чем бицепсом. Наоборот, то есть. Ты стараешься больше ногу тянуть, а не давить, и, соответственно, бицепс бедра больше работает. И именно они ночью у меня... Я так как это с непривычки, я всегда давил на педали, а тут старался тянуть больше. И как меня накрыли эти бицепсы, как давай выворачивать просто наизнанку. Я такой, да, нафиг. И больно, дикая боль вообще, караул. В начале видео скажу, то все время забываю прорекламировать свои остальные ресурсы. В первую очередь это второй канал на YouTube канале, ссылки все будут в описании к этому видео. Второй канал на YouTube канале, без болтовни, под музыку. Все то же самое, только вообще без болтовни и под прикольную, на мой взгляд, по крайней мере для меня, музыку. Что еще? Людей по этой дороге ехать на выходные, людей капец. Второй телеграм-канал для велолюбителей, живущих на севере и востоке Германии. Третий — это телеграм-канал изучения немецкого по коротким видеороликам. Канал «Бомба, пушка, ракета». Что еще хотел показать? И ТикТок, друзья. Кого напрягают эти мои длинные видео, все то же самое можно смотреть в ТикТоке, только в коротких, необработанных версиях. То есть, как оно есть, как я снимаю, только короткими видео. Я все это выставляю. Не все, а частично, конечно. Потому что все это не выставишь, там гигабайты этих видео. Я все это выставляю на своем канале в ТикТоке. В принципе, везде меня можно найти, во всех соцсетях по Алекс Титанов названию. Entschuldigung. Начинается. Но вот ТикТок я бы прям настойчиво рекомендовал, потому что я иногда здесь делаю невыразительно большие ролики, снимаю, это смотреть тоже понимаю не просто. А в ТикТоке прямо без никакого монтажа, по принципу как есть, можно смотреть и радоваться. Поэтому, кто не подписался, настоятельно рекомендую. Ссылки все в описании. Попробовал я только что общаться с чатом GPT в прямом эфире. Пока эта функция нормально не работает, по крайней мере на велосипеде, потому что ветер задувает в наушники, я подозреваю, в микрофон, и он меня, чат, не слышит, не понимает, что я спрашиваю, что я хочу, потом отвечает по-английски, прошу каждый раз по-русски, иногда он по-русски, в основном по-английски отвечает. В общем, так и не добился. Я вот только что ехал, экспериментировал минут 10, пробовал общаться с ним. В принципе, тема рабочая уже, ну не для велосипеда пока, потому что я подозреваю, из-за ветра, особенно через наушники, он ничего не понимает, что я спрашиваю. А вот в квартире я спрашивал, все работает через наушники, не надо ничего отправлять, но это прямо супер. Даже вот где-то сейчас в спокойном месте попробую еще поэкспериментировать. Сейчас, если куплю пластинку, что-то поспрашивать про эту пластинку, не вводя текст или не надиктовывая голосовые сообщения, а именно в режиме чата все это спрашивать и получать информацию. В общем, меня это прямо инсценирует, забыл это слово, в общем, впечатляет все эти новые технологии. Весна началась,
А с ней начался сезон поездок на велосипеде на блошиный рынок в город Росток. Соответственно, начался сезон пластинок, друзья. Тоже хотел бы это в начале видео сказать, что теперь еще у меня другое крепление для экшн камеры. И теперь она у меня всегда включена, когда я шарюсь по блошиному рынку. Не так, как раньше было стрёмно. Я держал камеру в руках, и это, если я хотел что рассказать, снять, надо было включать, конкретно направлять камеру, держать в руке, направлять туда, что я снимаю, что раздражало людей и меня самого. Или если я хотел что сказать, надо было держать камеру на себя, в толпе. Ну, это выглядит так себе, когда ты идешь и сам себя снимаешь, что рассказываешь. А сейчас камера всегда на груди, всегда включена. Можно болтать, снимать, в общем, на порядок должно быть теперь интереснее, чем в прошлом году. Поэтому смотрите до конца, ставьте лайчок, подписывайтесь. Будет интересно. Будут теперь регулярные поездки на блошиные рынки, поиск пластинок. Все это будет в режиме реального времени фактически. Насос на раме ведет себя хорошо, вообще никак не мешает. Может только аэродинамики малеха, но в целом прямо сидит как влитой. Не знаю, портит вид, конечно, но, наверное, так оставлю. Да, вот только по этому флагу видно. Все деревья, когда на них посмотришь, блин, какой ветер, нет никакого ветра. Особенно, когда листвы нету. А флаг прямо развивается. Хорошо, ветрено сегодня, довольно-таки прохладно, но не холодно, терпимо. Ну, ветер, конечно, для тех, кто катает на велосипеде, объяснять не надо, что это раздражающий фактор, раздражитель. Будь здоров. Из новостей вообще в целом хотелось бы как-то отходить от болтовни на всякие различные темы и оставить только 3 темы, например. Это геокэшинг, рисование, музыка. Ну, тренировки, тут рассказывать особо нечего. Ну, как бы 4-я тема велосипед, и вокруг этого все мое бла-бла-бла и крутится. Ну, не знаю, в общем, хотелось бы поменьше ныть, ворчать и побольше какого-то полезного контента. Ну, пока в раздумьях. Ну, вот компакт-диски, виниловые пластинки, как-то малеха чуть-чуть рассказывать про исполнителей, про непосредственно прокупленные компакт-диски и пластинки. Ну, технически не знаю, как это организовать. Ну, то есть можно, но у меня, я английским не владею, и плюс у меня не задерживается в голове долгая информация, я вот читаю, а вот пересказать потом нифига не могу. То есть начинаю бэкать. А когда читаешь с листика, с экрана, с телефона, это не очень интересно смотреть.
Ну, в общем, не знаю. Хотелось больше конструктивизма и полезности в свои видео внести. Но как? Пока раздумываю. Я, конечно, велолюбитель прикольный. Когда ветер, у меня еще больше начинают течь сопли. Я начинаю швыркаться на ходу. И так как ветер, эти сопли залезают куда-то в глаза. И у меня там все плечо, вся нога уже, все в соплях. И смех и грех, короче. Ну, блин, а что? Другой вариант не ездить на велосипеде. Операцию я уже сделал. Это ничего не принесло. Чтобы вы представляли весь размер проблемы. Например, я еду зимой часов 5, там, 4, ладно, 3 часа. И мне надо швыркаться, ну, где-то приблизительно каждые 5 минут. Сколько тысяч раз я за поездку швыркаюсь. Это мерзко и отвратительно. Я прекрасно понимаю. Ну, просто, чтобы вы понимали, имели представление о размере трагедии. Что для меня кататься не летом не так-то просто. Особенно в начале пути, особенно когда, ну, я когда выехал с дома, там первые полчаса, час, потом уже нос просто воспаляется, такой красный, но соплей становится чуть поменьше, чуть, они не заканчиваются вообще, а чуть поменьше. Я, кстати, спрей с собой взял, еще тот, который мне в больнице дали, я не уверен, что он подходит, но я сейчас попробую забрызгать им, посмотреть, какой будет результат. Потому что это катастрофа. Первые полчаса, час после выезда и встречным ветром каждые 5 минут мне надо вышмаркаться. Платок брать вообще не вариант, потому что они заканчиваются через те же 5 минут. Ну, через 20 минут мне надо новый платок. И это натирает нос. То есть мне шмаркаться проще. Прошу прощения за эту мерзкую тему. Но вот так вот. Вот так это все выглядит. Что вам сказать? Забрызгал нос, соплей стало поменьше. Наверное, надо. Я просто не уверен, что это брызгалка вообще для этого предназначена. Наверное, надо обзавестись какой-то такой брызгалкой, да, в нос. Это значительно может уменьшить дискомфорт во время поездок. И, соответственно, кто смотрит меня в ТикТоке, имейте в виду, что у меня есть полноценный YouTube канал, на котором на сегодняшний день 3000 подписчиков. Ну, это как бы ни о чем не говорит. Поэтому залетайте в YouTube, там полные видео. В ТикТоке вы видите только выборочные маленькие видео с этих полных видео, больших видео. Потому что, для примера, большое видео, там часовое, может состоять там из 20 маленьких коротких видеороликов. И я в ТикТоке выборочно вставляю 2 из них. Соответственно, все остальное в Ютубе, друзья. Подписывайтесь на YouTube канал. Настоятельно рекомендую. В Промарте я купил пластинку Аха. Хотел Нирвану купить, было у него, у этого дядьки. Так интересно, я уже рассказывал, да, он меня узнал такой, говорит: а ты же в прошлом году, по-моему, у меня Led Zeppelin покупал. Надо понимать, что у него покупателей вагон. И ладно бы он меня вспомнил просто, потому что, ну, типа, я иностранец, понятно. Немного иностранцев у него покупают пластинки. Окей, но конкретно что купил, когда у тебя там 1000 пластинок в наличии, покупателей там сотня за день. Удивительно. Вот, что-то, да, и я сначала присмотрел пластинку Нирваны, у него такой двойной альбом, просто чуть ли не запечатанный, за 49 евро. Я давай подсчитывать там свой бюджет. С мелочь рюкзака, там наскряб
33 евро. Блин, ну никак. Другая какая-то пластинка попроще. 39 тоже нирвана. Я такой, за 30. Он такой, окей. Я ему уже деньги отдал. Говорю, я посмотрю вовнутрь, что там вообще. Потому что Led Zeppelin, который я у него в прошлом году купил, так себе качество было. Как минимум его надо мыть, а у меня не в чем. Подзаезженный уже Led Zeppelin. Я открыл эту нирвану. Пару таких небольших царапин. Небольших вообще, абсолютно. И мне так что-то как-то... Я вообще не настроен был деньги тратить на винил, как и сегодня тоже. У меня бюджет сейчас, не знаю, евро 30 опять. Я так схватил, что в кошельке было там, может там и меньше, может там 20, фиг его знает. Ну, как бы особо не настроен много денег тратить на винил. Потому как дорогое это удовольствие для меня. Ну и все, и я такой, блин, ну тут вот царапина. Он такой, ну окей, что теперь? Я говорю, ну 25 будет. Он такой, не-не-не, все, вот на твои деньги обратно. Не получилось у меня скинуть 14 евро с пластинки. Блин, ну цены у него, конечно, капец. Все это очень дорого. Хотя Ахая у него купил за 10. Качество шикарное. Вообще как новое. Но это Аха. Этого этой пластинки, этого альбома на всех блошиных рынках попой жили. У меня и раньше такой альбом был, такая пластинка. В общем, он не сильно-то котируется. Слишком большой был тираж. Фу. Только что соревновался с чуваком, он на шосере. Мне, конечно, для его скоростей далеко. Запыхался я. Он меня выбесил. Я такой смотрю, сзади у меня на колесо сел и едет за мной. Красавчик. Я такой затормозил и за ним перестроился. Ехал. Потом думаю, неудобно, некрасиво как-то. Перестроился перед ним, чтобы он за мной ехал. И так он какое-то время за мной ехал, а потом он плюнул, дал газу. Я пытался сначала его скорости держаться, вообще не вариант. Медленно я езжу, толстый я, не годится никуда. Эти ребята экипированы по-другому. Они не таскают с собой ничего лишнего. Если у них велосипед весит 8 килограмм, то он у них и весит 8 килограмм. А у меня тут уже все на свете. И 2 насоса, и 2 камеры. В общем, все, что когда-то меня подводило, я все это потом в двойном экземпляре. И пауэрбанк, и провода, и очки такие, очки сякие. И шапка запасная, перчатки запасные. Потому что я уже так научен, что должно быть все продумано и все с собой. Плюс вещи у них более обтекаемые. Я в МТБшных катаю. Парусность больше. Ну и это, конечно, играет минимальное значение. Но играет, ну, в первую очередь, конечно, тренированность, вкатанность. Я не вкатанный, катаю раз в неделю, 2 максимум. Что касается зимы, по крайней мере. Охереть, он просто улетел. Я понимаю. Ну что, приехал я на Аквамат, Ханза-центр, Бентвиче. Вот моя Хундред-Фюльбундештрассе, по которой я езжу на работу. Под мостом. А вот он и блошиный рынок. Тут, кстати, неплохие блошиные рынки. Но я опять поздно. Не знаю, я выехал 12. Сейчас уже наверняка час. В 3 они уже закрываются. Но самое хорошее всегда уже
с утра раскупили, значит. У меня всегда надежда на то, что типа под вечер зато цены будут на то, что осталось более гуманные, демократичные. Какой там фиг, они их держат до последнего. И хоть ты ночью приди, он все равно тебе втридорого продаст. Показывал велосипед на формат, а сейчас скажу с ним. Ибо нифиг. Людей мало. Плохая погода людей спугнула. Алло, да? Добрый день. У меня в наушниках играет музыка, я, видимо, еще и перекрикиваю их. Я думаю, почему меня всех смотрят? Потому что я разговариваю сам с собой очень громко на камеру. Но люди не в понятке. Это что за крендель приехал тут по-русски сам с собой орет. Так, деньги не потерять, людей очень мало, я имею в виду посетителей. Вот вы хотели видеть, что здесь продают. Вот, пожалуйста, смотрите. Сейчас камеру еще так разверну. Думаю, все то же самое, что и на всех остальных других Walmart'ах, блошиных рынках. Сейчас мы оденем очечки. Прикольно, там что, какой-то русский Walmart, там чувак по-русски спрашивает, сколько стоит. Тут он по-немецки на пальце показывает 2 евро. Посмотрел сейчас среднюю скорость 19,6, проект 27 километров. И вспомнил Сметкина, знаете, такой канал «Синдром Сметкина», наверняка знаете. Так вот, Сметкин на велосипеде BMX, знаете, такие вот для прыжков, которые такие низкие, которые колени выше руля, и которых даже когда едешь, сейчас пропущу эту женщину, она будет за мной идти всю дорогу с кофем, и на нем даже сидеть нельзя, когда едешь, то есть ты практически всегда стоя едешь, там иногда, ну там нельзя, то есть сидеть и крутить педали одновременно. Ты либо стоишь и крутишь, либо едешь с горы и сидишь, но не крутишь педали. Так вот, Сметкин 105 километров. Ну, то есть он сейчас последнее видео был, он на BMX, там опять куда-то через всю Россию, там опять по 1000 километров. Такой первый день 105 километров, средняя скорость 19,5 километров. Блять, тут на Гревеле вроде мчишься, летишь. Ну да, ветер встречный. Ну, наверняка у него тоже ветер есть, горы. У меня еще здесь равнина. Наверняка у него там холмы и все прочее. Средняя скорость 19,5 на BMX. То есть Сметкин — это главный, самый главный наебщик, велонаебщик вообще всея Руси. Все вот эти вот шкалеры его смотрят, диву даются, он то 450 километров на МТБ за день накручивает, то через всю Россию там до Владивостока за, не помню сколько, за месячишку. Ну, в общем, одна большая наебка этот Сметкин. И кто ему верит, я еще так периодически там
людям открываю глаза в комментариях под его видео. А эти шкалеры там прямо из-за него там готовы, блин, порвать просто. Надо понимать, что Шметкин еще, ну вот он выглядит, ну как обычный тип, вот просто не атлетичный, не спортсмен, ну, вот как я, вот просто какой-то вот такой, не жирный и не худой, не атлет и не дрыщ, ну самый обычный тип. Чтобы с такими результатами ездить, надо быть именно атлетом, спортсменом. И то, ты хрен с такой скоростью на BMX, ты вообще 100 километров не проедешь, у тебя колени просто отвалятся. И потом по 400 километров, то есть вы вот вообще проедете 200 километров на любом велосипеде. И это уже, по тебе видно, что ты уже сильно уставший. Ребята ездят там по 300 и по 400, базара нету. Но они, блин, натренированы, будь здоров. И по ним видно, ты по человеку видишь уже, сколько километров он проехал. А этот, блядь, всегда в одном состоянии. Такой целый день катает там, для понту там что-то с дождем ругается. Всегда такое выглядит, как будто, блин, никуда не ездил, ничего не на изи такой. Всегда чистенький, свеж. Сколько я видел, ну, других же видеоблогеров смотрю. Этот человек проехал 250 километров, все. Он капут, он, блин, ну, настолько устал, что это видно по нему, и это никак не скрыть. Ну, то есть за 200 километров это уже серьезная дистанция. И их любой, не то что не может проехать-то может, но вид у него будет уже хорошо помятый. Ну, не Сметкин. Сметкин, блин, по 1000 километров готов наезжать. И такой еще, блядь, возьми, что я не знаю. Ну, то есть наебываешь, что ты там на этом BMX там ездишь 1000 километров. Ну, возьми уже какую-то, блин, там скорость поставь, там, не знаю, 15 километров в час, там, в идеале, там, 13-12, чтобы правдоподобно было. Не, нахера, блин, даже не будут все восхищаться, удивляться, какой он герой, эти шкалеры. Он такой 20 километров в час. Ну, бля, хуля, почему нет? Блять, прикол, короче. Видеоблогеры, блин. Ну, вело-видеоблогеры, конечно, еще те кадры. Так, пока пластинок никаких. Вот этот опять объявился, этот дурачок. Этот Верин, Руслан Верин, удалил все свои видео с своего канала. И теперь у него все по платной подписке. $2 за неделю. Но он, блядь, не учел один момент, что он, блядь, уже в такое время это делает, когда этого контента жопой жри. И ты хоть на Луну сейчас полети, и хорошо, если это кто-то бесплатно посмотрит, что там говорить за $2. Он просто полный идиот. Это просто, ну, он скатился просто, ну, ниже некуда. Вначале было все здорово, а потом он какие-то вот тараканы психологические просто выебали его мозг окончательно. А он сейчас типа, блин, чтобы избавиться от этого хейта, чтобы избавиться типа от всех лишних, решил показывать свои видео только, блин, за платную подписку, рассчитывая на то, что человек, который заплатил за это деньги, я понимаю, его вообще не столько деньги интересует, потому что там, ну, сколько, у него 127 тысяч подписчиков, ну, там сотня, если подпишется, ну, там, я не знаю, 200 евро, ну, пускай 1000 евро в месяц он соберет для таких путешествий. Это не деньги, там, блин, колоссальные деньги нужны на такие путешествия. Он явно их не с блогерства берет.
Он просто не хочет, чтобы там были типа лишнее, чтобы там не было хейта, чтобы там не было в комментариях вот этого всего. Катаешься, а мы воюем и все такое прочее. Но, блин, не учел, повторюсь, один момент, что время, в которое он это сделал. Сейчас контента просто, блин, столько. Люди на велосипедах ездят в таких местах просто. Там, ну, думает, что он какой-то исключительный, что он на мотоцикле проехал там по Пакистану, и это охереть как круто. Но люди, блин, на велосипедах сейчас один. Исландия, второй. Бразилия. Немцы, блин, а немцев, блогеров сколько, ё-моё, эти красавчики, у них, разумеется, все бесплатно, потому что они понимают, что, ну, время какое лучше, ты заработаешь на просмотрах, на рекламе и все такое. Немецкие, конечно, велоблогеры, их сейчас, конечно, интереснее смотреть, чем наших. Ну, в общем, контента очень много, и это его затея просто обречена. Я бы даже не знаю, даже 50 центов не заплатил. Даже 1 цент не заплатил. Ради принципа. В его контенте абсолютно нету ничего эксклюзивного.